Всем привет, ребят! Сегодня будем собирать самодельный дефлектор. Проблема началась неделю назад. У меня появилась обратная тяга. Я понимаю, что у меня труба установлена неправильно. Труба должна быть выше крыши. Но в данный момент я себе этого позволить не могу, так как на одну трубу у меня уйдет около 8000 рублей. Чтобы ее приварить, зафиксировать, мне придется нанимать автокран. В общем, это сложно, дорого, да и не нужно. Проще сделать дефлектор. Думаю, что с дефлектором должно все пойти как надо. Ну а если это не поможет, буду как-то приспосабливаться, что ли уж. Либо искать другие пути решения, потому что сейчас в гараже плюс 10, работать некомфортно. Тут мы видим недоделанный станочек гриндер, на который у меня уже ушло больше месяца. Я его собираю для себя, делаю очень аккуратно. Параллельно к этому записывал видео, но думаю, что лучше сделать обзор уже когда будет он доделанный, потому что я постоянно изменяю конструкцию. Хотел собрать одно, собираю другое, как всегда, но зато будет хорошая вещь. Ничуть в принципе не жалею, что я отхожу от первоначальных мыслей, зато этот гриндер будет полноценным. Тут я уже прикупил конденсаторы и пусковые кнопки. 610 лента напополам порезанная на 50 мм. Метровая лента. Ее уже, правда, немного потрепала жизнь. Я уже пробовал точить на гриндере. Точит хорошо. Недавно у меня заклинил подшипник. Сепаратор нагрелся до красна. И вот такие вот дела. Шарик куда-то улетел, вон он шарик. В общем, придется менять подшипник. Ну, приступим к нарезанию дефлектора, к варке его. Все-таки решил я развести огонь в печи. Тяга пока что есть. Дым в гараж не идет. Это очень хорошо. Пока печка, труба горячая, тяга есть. Как только чуть-чуть остывает, тяга пропадает. Для того, чтобы тяга не пропадала, делаем дефлектор. Есть две трубы диаметром 108 и 133, длиной 100 и 84. Сейчас будем рисовать чертеж. Примерно так. Эта труба у нас будет 108 диаметр. Это у нас пускай тоже будет 108. Это у нас будет 133. Это тоже. По длине, я думаю, пускай длина вот этих будет 42 сантиметра. Тоже 42 будет. Давайте в миллиметрах, так будет проще. Длина трубы, которая будет приходить к основной трубе, у нас будет примерно, давайте возьмем 500 миллиметров. Хотя 500 это много, давайте 400. Если чего, можно будет укоротить. Длина этой трубы у нас будет, пускай будет 350. Сейчас заготовочки наши разрежем, подготовим и будем приваривать их. Сейчас размечу примерно, как надо будет отпилить. Тут точность не нужна. Примерно отметим, где нам пилить. И вот так вот и распилим.
обводим нашу трубу. Это будет наш трафарет. Прикладываем и обводим. О, более-менее. Теперь это придется либо сваркой вырезать, либо болгаркой. Трубу я подрезал. Подходит, в принципе, нормально. Это все можно заварить. Все эти щели. Ничего страшного тут нету. В принципе, сейчас будем варить. Я уже так подумал, следующие отверстия в других трубах я буду прорезать сваркой, потому что болгаркой это долго, сложно, неохота. В общем, проще сваркой прорезать. Красота тут не нужна. Главное, чтобы это работало. Дефлектор я сварил. Осталось только переходник сделать. На качество сварки не обращайте внимания. Сварщик был пьяный. Поэтому такая сварка. Она, в принципе, красота тут не важна. Крепость тоже тут нагрузки никакой не будет. Сейчас сделаем переходник. Из вот такой трубы приварим наш дефлектор. И пойдем поставим. Там тоже будем на сварку все ставить, чтобы не украли. А то у нас народ такой, что тут металла килограмм на 20 могут и украсть. Хотя на 10, наверное. Переходник я приварил. Сейчас пойдем устанавливать. Посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, это поможет. Пока что в гараже хорошо. Печка работает. В гараже 25 градусов. Ворота открыты. Вот улица. Печка. Заметьте, дым идет вниз. Сейчас он вверх идет. И вот сейчас вниз пойдет. Вот видите, вниз идет. Это все из-за ветра. Вот если мы установим дефлектор, то по идее такого не должно быть. В общем, давайте устанавливать его. Итак, ребят, дефлектор я установил. Все работает. Тяга идет вверх. В гараж обратной тяги нету. В гараже тепло и хорошо. Ничем не пахнет. В общем, работа проделана не зря. Но правда и сильного ветра нету. Может быть, если будет сильный ветер, то и не будет он спасать. Ну, пока что я доволен. Ну что ж, всем советую эту штуку. Пробуйте, экспериментируйте. Оно того стоит. Итак, друзья, обратной тяги нету. Печка работает. Там сейчас килограммов 5 угля лежит. Схема, в принципе, рабочая. Дефлектор работает. Собирается дефлектор очень просто. Собрать его можно за один вечер. В гараже пока что бардак. Убирать я буду завтра. Сегодня нет уже сил и желания. Время уже час ночи. Я очень сильно устал. Гриндер буду собирать, доделывать завтра буду. Там уже, в принципе, осталось чуть-чуть его доделать. И можно будет его разбирать и красить. Но у меня пока что на этом все, друзья. Если у вас обратная тяга, делайте дефлекторы. Подписывайтесь и до новых встреч, друзья.